Так, снимаем колесо, откручиваем защиту пластиковую, вот два болтика, опускаем ее вниз, она чудесно опускается, и имеем вид на переднюю часть двигателя. Интересует меня вот этот вот масляный потек. Этот масляный потек, это, соответственно, сальник коленвала. Вот его надо сейчас поменять. Для этого берем головочку на 30, чтобы открутить эту гаечку. Ставим машину на передачу, на ручник, чтобы не покатилась. И аккуратненько эту гаечку откручиваем. Вот. Теперь надо ослабить ремень ГРМ роликом и снять вот эту вот шестерню, приводную ГРМ. Соответственно, надо на ролике открутить вот эти вот, отпустить два болтика на 12, ослабить ГРМ, и тогда все это можно снять. Так, и снимаем потихонечку эту шестеренку. Вот она. И имеем там чудесный бегущий сальничек. Видно. Будем извлекать и менять. Так, значит, есть два сальника. Один старый, только что снятый с автомобиля. Вот. Второй такой же новый. ФСОшный, по-моему. Да, ФСО. Таврии. Передний сальник коленвала 30 на 45 на 7. Вот, и этот такой же был 30 на 45 на 7. И вот как проверить, годный сальник старый или нет. Зря его сняли или нет. Почему он бежал? По наружной части обоймы пропускал где-то между сальником и стенкой корпуса масляного насоса. Или он, значит, в самом уплотнении здесь пропускал. Как это увидеть? Все очень просто. Берем два сальника, держим в руках, смотрим на повреждение. Это повреждение уже я его снимал просто. Пробуем на мягкость. Ну, новый сальник, понятное дело, мягче намного. Вот, но этот еще не дубовый, не как дерево. Смотрим, видим, вон есть такие маленькие зайчики. Но это тоже масло он пропускать не будет. Это все от старости. Где изнашивается сальник? Вот смотрим на вот эту вот дорожку. Вот здесь. Вот. Видно, как набита такая полосочка. Вытертая резина в этой части. То есть произошел износ резиновой кромки сальника. Здесь смотрим новый сальник. Нету такой полосочки. Кромочка остренькая, как вершинка пирамидки. Значит, сальник еще абсолютно не изношен. Дальше смотрим. Направление движения по часовой стрелке. Хорошо. Здесь по часовой стрелке тоже был. Хорошо. Все нормально. Все попадает. Против часовой стрелки сальники вставить нельзя. По часовой можно. Потому что мотор крутится, если смотреть спереди мотора, по часовой стрелке. Надо ставить или тот, который по часовой стрелке. Насечка у него. Вот это. Находится по часовой стрелке, рассчитан на работу, либо вообще без стрелки, без насечки. Без насечки тоже ставить можно. То сальники универсальные, влево и вправо крутятся.
Так, проверяем наличие пружинки. Пружинка есть. На старом есть, на новом есть. Все чудесно. Осталось сделать замер сальников. Берем сальник в руки. Меряем 45 наружный диаметр. Меряем. Имеем 45,2. Так и должно быть немножко больше, чем 45, потому что он этими зубчиками такими должен уплотнить соединение его и корпуса масляного насоса. То есть эти 0,2 для того, чтобы резина эта ужалась при установке сальника на свое место. И тогда он обеспечит герметичность по наружу. Второй. Циферка 7. 7 это толщина. Есть. Даже немножко меньше. Ну, то такой. 7-8 можно ставить. Там он без проблем становится. Вот. И самое главное. Меряем кромку. На этом сальнике 2 кромки. На этом 1 кромка. Значит, кромка рабочая, которая уплотняет само масло, скажем, не дает вытекать его. Вот она. А это сверху стоит грязевый пыльник. Вторая кромочка. Грязевый пыльник. Отбивает грязь, не дает ей той грязи просачиваться к рабочей кромке. На этом сальнике такой кромки нет. Есть эта кромочка, ну, значит, хорошо. Есть. Нет, значит, ну, нет, плохо. Но работать все равно будет. Так что эта кромка не есть что-то такое мега принципиальное. И начинаем проводить самое главное измерение износа сальника. Берем штангель. Видим размер 30. Ставим штангель на 30. Берем сальничек. Пробуем с этой стороны. 30 проскакивает, нет? Нет, не проскакивает. Хорошо. Этот тоже не проскакивает. Чудесно. Ну, теперь меряем истинный наружный диаметр, внутренний, вернее, сальника, который остался с учетом выработки. Так как произошла выработка, сальник стал, соответственно, здесь диаметром больше. Вот, померили, смотрим. Вал размером 30 мм, сальника размер внутренний 29,7, да? Так, не видно мне. 29,6. 29,6. То есть у него вал 30 мм, он внутри 29,6. У него 4 десятки для того, чтобы натянуться на вал. Так как он круглый, то 4 десятки надо разбить пополам. Итого щель от одной до другой стороны между валом и сальником, вернее не щель, а уплотнение всего-навсего на 2 десятки. 2 десятки плюс немножко грубый сальник задубевший. Вот он и пустил масло. Меряем этот новый сальник. Можно его ставить на 30 вал или нельзя. Вот. Промерили. Легонечко имеем. Вот, имеем 28 и 6. 28,6. То есть, опять же, вал 30, внутренний диаметр сальника 28,6. Итого у него, для того, чтобы натянуться на вал 30, есть 4 десятки, это 29, 1 миллиметр и 4 десятки. То есть делим пополам, у него получается 0,7 миллиметра, 7 соток. Вот 7 сотками, не 7 сотками, 7 десятками, 7 десяток. 7 десятками на одну сторону и 7 десяток на другую сторону по диаметру, или на общий диаметр миллиметр и 4 десятки, он и будет уплотнять
30 вал. И этого размера ему хватит. Если же вы взяли сальник, померили, а он уже размером 30, то такой сальник вообще ничего не уплотняет. 30 вал, 30 сальник, внутри диаметр 30. На уплотнение ничего не осталось. При установке его на 30 вал резина не расходится, то есть он не прижимает эту рабочую кромку к 30 валу. И такой сальник работать абсолютно не будет. Вот. Хорошим считается, если допуск на одну сторону около 1 мм. То есть этот сальник на 30 вал должен быть как минимум 28 мм. Это идеальный сальник. Это сальник не очень идеальный, но тем не менее работать будет. Так, ну и все, сальник установлен. Так как сальник слишком легко шел по наружу, легко садился, то пришлось его немножко намазать герметиком по наружу. Потому что, видать, гнездо уже немножко вытерто масляного насоса алюминиевое. И сальничек немножко слабенько уплотнялся по наружу. Но немножко герметика решает эту проблему напрочь. Все, герметик стынет 20 минут. Сальник установлен. Все собираем в обратном порядке.